Достаточно давно я впервые проехался за рулем Subaru моего друга, и уже через несколько дней я изучал объявления о продаже таких машин. Все началось с покупки первой моей Subaru в 2008 году. Покатавшись какое-то время, как-то проникся любовью к этой марке. На тот момент это были 10-летние машины, которые еще свободно возились из Японии. Я начал изучать форумы, выбирать запчасти для доработок, начал ковыряться со своей машиной сам. Это, наверное, и можно считать началом того, что мы видим сейчас. Потом я привез первые машины в разбор из Японии. Конечно, большая часть запчастей досталась именно моей машине, но я начал развиваться в этом направлении и привез еще. Так, постепенно переезжая из одного гаража в другой, потом в помещение еще побольше, я добрался до этого места. Это бывшее помещение автомойки, где мы отмыли стены, сделали хорошее освещение. Сейчас это небольшая мастерская, где я, как правило, занимаюсь сборкой и ремонтом своих машин. Несколько машин уже прошли процедуру восстановления, начиная от очистки проблемных мест от ржавчины, в том числе пескоструем, замену всех кузовных элементов, требующих внимания, и заканчивая сборкой на оригинальном крепеже, со смазыванием всех резьб и последующей обработкой и консервацией всех полостей кузова. Естественно, при сборке все запчасти ставятся или в состоянии близком к идеальному, или при наличии возможности новые. На двигателе сразу делается большое ТО, замена большинства прокладок, чтобы не лезть туда в ближайшее время, после сборки машины. Со временем появились люди, которые стали разделять мой подход к ремонту, сборке или обслуживанию машин, стали привозить мне свои достаточно редкие машины для каких-то манипуляций. На данный момент у меня больше 5 личных машин марки Subaru. Одной из моих любимых машин является эта Impreza WRX STI Type R 1997 года, номер 225 из 555. Эта лимитированная версия была выпущена к победе Subaru в 1997 году на мировом чемпионате по ралли. Для меня особая ценность этой машины в том, что она максимально близка к оригиналу. Из доработок по технической части здесь только равнодлинный коллектор, выхлоп от турбины, легкий маховик, жесткие подушки двигателя и коробки Куско, медный радиатор и пружины Тейн, плюс несколько необходимых, на мой взгляд, распорок. Все. Под капотом стоит оригинальный двигатель EJ20K с одной катушкой зажигания, мотор образца 96-97 года, оригинальный интеркулер с заводской системой орошения, 5-ступенчатая МКПП, родные тормоза и 16 колеса с шинами шириной 205 мм. И знаете что? Для меня это идеально сбалансированный автомобиль. Почти в том виде, как его придумали инженеры. А небольшие доработки – это именно то, что поставил бы себе японец перед выездом на трек.
За это лето на машине появились шины Toyo 3.8, полуковш Рикара и оригинальный спортивный руль. Машина получилась очень сбитая, упругая. И для ее веса в 1300 кг этой мощности, на мой взгляд, вполне достаточно. По крайней мере, для моего нынешнего опыта. У меня лежит винтовая подвеска наготове, легкие 17-е диски весом по 6 кг. Я могу поставить шестиступый двигатель от более свежего поколения. Машина станет быстрее, это факт. Но поеду ли я быстрее от этого? И главное, уйдет этот шарм ламповой машины родом из 90-х. Очень жалею, что, имея, как оказалось, все возможности для этого, на кольцо я первый раз выехал года 2 назад. Раньше всегда казалось, что нужна специальная подготовка машины. На самом деле инженеры заложили достаточно прочности в оригинальные агрегаты, и при грамотном обращении машина прекрасно все переносит. Ехать на сток машине вы на тумбочку, конечно, не будете, тут технику надо готовить, но огромное количество опыта точно получите. И чем больше будете кататься, тем больше будете узнавать о своей машине, об управляемости и о своих возможностях как водителя. Поверьте, если вы думаете, что умеете круто ездить, сгоняйте на кольцо, узнаете много нового. Сейчас около Москвы 2 шикарных трека, а АДМ Raceway вообще в 16 километрах от МКАД. Так что все двери открыты, все в ваших руках. Оглядываясь назад, я понимаю, что все то, что у меня есть сейчас, это более чем 10-летняя история, которая началась с просмотра видео на YouTube про Subaru и поездки на дачу на машине моего друга. Так хобби переросло в работу, на которую я с радостью иду каждый день. Какой вывод можно из этого сделать? Как бы банально это ни звучало, делайте то, что вам нравится, то, в чем вы действительно разбираетесь. Нравится, но не разбираетесь, научитесь, это принесет свои плоды. Станьте специалистом в своей области, и люди это оценят. Если вы сможете сделать свое увлечение делом вашей жизни, вам не придется ходить на работу ни одного дня. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Больше просмотров и подписчиков, больше новых роликов.